Все, Да. Добрый день, шевелимся. друзья. Мы все шевелимся. Добрый день. Рады приветствовать вас на нашей еженедельной Рубрики. рубрике на канале Натальи Кондратьевой. А, Наташа, расскажи немножко сразу про себя. О, в смысле, ты так сразу? Еще раз? Да, Хорошо. ну представься, потому что, ну, я думаю, Мгм. многим, может быть, не знакомо. Да, я психолог, практикующий психолог, у меня есть образование, все как положено. Это с одной стороны. А с другой стороны, как-то так получилось, что я, не знаю, потому что мне было необходимо на самом деле в течение жизни как-то договариваться, не знаю, там, что-то замечать, потому что не договариваться больше с людьми, чем надо, потому что как бы когда у тебя как бы не очень все хорошо с опорно-двигательным аппаратом, у меня такой средняя какая-то степень ДЦП, ну, надо, слушай, заснять какую-нибудь Мгм. трансляцию прям в Да-да-да. это. Это А то иногда тут я красиво сейчас буду все рассказывать, скажешь, что как бы барышня, может быть, вообще что то не договаривает. Она бодра, весела и как бы, слишком бодра для того, о чём она говорит. Вот. Да, я думаю, что снимем видео про тебя. Ну, вообще такой обзорный. Да, и в какой-то момент, ты знаешь, я прям поняла, что я прям вижу какие-то вещи, которые приходят вместе с человеком. То есть, например, он приходит тебе на консультацию, у него ты так начинаешь моргать глазами, ты видишь, что у него уши черные, например. Потому Бррр. что вот, ну, как бы ментальным таким зрением, значит, просто плохо слышит. Мгм. Вот. И на каком-то, не знаю, эфирном плане, ментальном плане. Я даже не задумывалась, как это называется. Это Мгм. вот выглядит, то есть сначала его уши, они блин, просто реально черные. И я такая думаю: "Господи, а почему это так?" Ну, потому что когда человек слышит только то, что хочет слышать, физически ему уши со временем становятся не Мгм. нужны, что они просто отваливаются. Вот. И также, собственно, я в какой-то момент увидела, понимаешь, прям вот эти вот если ты потом, ну, мы потом проведем небольшую Мгм. практику, если расслабиться, как-то, не знаю, закрыть, ты прям видишь этот вот, как модно называть у эзотериков, метафизиков, вот этот вот поток, который тебя окружает, вот, Мгм. вот энергия, он такой либо плотно золотистый, либо плотно серебристый, ну, кто как себе его может представить. И твоя как бы задача, и он на самом деле с тобой взаимодействует. Он на самом деле может помочь тебе решить какие-то задачи. Это вот та самая история, когда ты что-то делаешь, и вот оно как-то события подстраиваются. Там находятся Мгм. нужные люди, находятся нужные телефоны, как-то кто-то Мгм. идет с тобой на сотрудничество, даже если ты, ну, как бы, ну, попросил, и тебе дают, и берут, и все это случается. Мгм. Вот. Другое дело, что так редко ты можешь увидеть тех самых людей, которые могут взаимодействовать с этим потоком, потому что одно дело черные уши, это вот его личная фи. А еще иногда бывает, знаешь, вот он приходит, вот, например, обида, она как-то Мгм. тоже, знаешь, как будто ну, прям купол вокруг человека образует. И они причем разные эмоции. Вот страхи образуют действительно какой-то купол, как полиэтиленовый такой. Например, Мгм. обида. Самая большая, самая плотная штука – это обида на родителей, как я Мгм. выяснила. Просто чисто опытным путем. Это как такой, знаешь, мутный такой вот пластик, вот такой вот. Как какое-то такое пластиковое стекло, которое и вот они такие, иногда так на них смотришь, и на улице так весело смотреть, как бы вокруг людей все время что-то есть. И им кажется, что это мир такой фиговый, понимаешь, он с ними не Мгм. взаимодействует. А он бы прекрасно с ними взаимодействовал, если бы они не ходили во всяких разных Мгм. вот таких саркофагах. Мгм. Ну, это получается, у меня вот сразу возник вопрос. Так, сейчас немножко отстранюсь, потому Мгм. что мы начали сразу по теме говорить. Наша сегодняшняя тема вообще, да, это энергетические блоки и как с ними работать, да. Мгм. Ну, ни для кого не секрет, что как бы у нас есть эмоции, которые бывают положительные там и негативные, и по негативные эмоции, они со временем и разные негативные ситуации, они образуют вокруг человека вот то, о чем говорила Наталья, да, Мгм. какие-то даже на энергетическом плане определенные виды изменения, которые, по сути, нарушают эту ауру человека, через которую он всю эту информацию получает, да, и у него происходит искажение. Ну, в принципе, да. Оно, знаешь, примерно так, Мгм. да, так и Да. происходит. Вот, поэтому вот сегодня наша тема – это энергетические блоки и как от них, как с ними работать, как и сквозь эти блоки пробиться и увидеть, да, свое предназначение, увидеть Мгм. свои истинные желания,
Мгм. намерения и так далее. И, соответственно, если ты видишь свои желания, то ты видишь желания, намерения окружающих людей, ты их лучше тоже считываешь, потому Ну что да, все потому вокруг- это что, информация, собственно да. говоря, если ты в каком-то саркофаге, ты и себя ты Мгм. не понимаешь плохо, и все, что наружу происходит, ты понимаешь Мгм. тоже не очень. Мгм. Вот. Про предназначение. Слушай, в принципе, ты можешь, ну, ты как человек можешь заниматься чем угодно, Мгм. чем тебе нравится. Вопрос предназначения – это как раз вопрос резонанса с окружающим миром, вот с тем Мгм. самым потоком. Потому что, в принципе, занимаясь чем ты хочешь, ты можешь как бы собственной волей, собственным энтузиазмом делать все, что хочешь. Как бы вопрос, на что хватит твоей воли. Мгм. Вот вопрос предназначения, именно вопрос резонанса. То есть нам надо найти ту область деятельности, которая нравится нам самим и которая будет востребована в нашем лице, ну, в окружающем мире, в Мгм. окружающем пространстве. Я вдруг, например, стану потрясающим, ну, каким-то, не знаю, парикмахером, и будут именно ко мне, понимаешь? Тонны, ну, прям вот, ну, Мгм. клиенты выстроятся, например, ой, в очередь. При этом я могу стать отвратительным, не знаю, там, мастером сапожных дел. То есть твоя задача найти пересечение между тем, что нравится тебе, и будет востребовано, в твоем лице в Мгм. окружающем мире. Такая непростая задача. Ну да, это сложная задача, потому что, как правило, человек либо делает то, что он делает, а Мгм. это может ему не нравиться, но это может быть востребовано, в его, как бы, в его исполнении. Либо Мгм. вообще не знает, чё бы он Мгм. хотел делать. Да, но это вот, честно говоря, это, вот очень похоже и на мой опыт, потому что, а, ну, человек мыслящий, как я считаю, да, ну, таких людей, они есть, но их не так много на самом деле, да, вот на современном мире. Люди все-таки сейчас больше такие материальные, Мгм. и как вот недавно я разговаривал со своей мамой, да, и она говорит, ну, вот как бы это ты-то, ну, мы всегда, нам всегда кажется, ну, по крайней мере, мне это кажется, что как мы мыслим, да, ну, наше представление о мире, что у людей примерно такое же представление мира, а на самом деле у людей совершенно иное, то Ну есть, да, да, в этом, знаешь, и вот то, что моя мама говорит, мне сказала такую интересную вещь, что на самом деле большинство людей, они даже и не задумываются об этом, то есть им это неинтересно, у них есть, они работают на работе, им не важно, интересная работа, неинтересная, главное заработать денег, потом там их потратить, как-то мгм. провести свой досуг, там съездить в отпуск на 2 недели в год, и все эти Нет, ну деньги. слушай, это прекрасно. Если вот я, например, смотрела, интервью про итальянцев, например, итальянец, ну, девочки, которая живет в Италии, она училась в МГУ, и поэтому она на Мгм. русском хорошо разговаривает. Итальянец вообще ни о чем не думает, если у него есть деньги на пятничную тусовку и на отпуск раз в год. Он не может и ни о чем, ну, вот это, знаешь, какое-то достигательство, вот Мгм. это, ну, в принципе, его не беспокоит. Ну, здесь Я как даже, вот даже, извини, что перебил, даже достигательство не с точки зрения материального какого-то, Мгм. да, а именно, ну, вообще человек 21 века, он должен быть человек мыслящий, по Ну, идее, это да? должен быть, понимаешь? Так, нет, ну просто мы же вроде, ну, достаточно Ну, длительный ты процесс эволюции понимаешь, прошли. да, ну, понимаешь, кому-то не скучно, кто-то, ну, может не мыслить, кто-то Мгм. кому-то прекрасно, как бы, вот, ну, вот в этом ежедневном, еженедельном процессе. Для кого-то радость, вот, ну, в пятницу случилась какая-то маленькая радость в виде Так вот, шашлыков, да. и Каждую пятницу прекрасно. я в говно, как говорится, да? Не, ну слушай, давай все-таки Для вернемся к какой-то созидательной части наших Ну да, понятно. зрителей, которые вот это как раз про то, когда вот я хочу понять, что я хочу от этого Мгм. мира и что мир хочет от меня. Ну вот вообще вот, почему так? У некоторые люди там так сильно задумываются, да, об этом. Их прям гложет изнутри, там чего-то не хватает, вот эта пустота какая-то, они что-то пытаются найти. А некоторые даже вот не пытаются А мне задуматься об кажется, этом. это все, когда тебе удобно, когда тебе хорошо и когда у тебя все получается, у тебя как бы ты не задумываешься. Ну Мгм. вот у тебя а человек, его картина мира всегда меняется, по-моему, под влиянием двух или трех факторов. Под влиянием стресса, под влиянием, ну, вот каких-то психологических, ну, ты можешь пойти к специалисту, Мгм. и как-то там вдруг тебе захотелось, это, поковыряться в собственных. И иногда религия очень резко меняет. То есть как бы что-то должно случиться с человеком, чтобы у него Ну вот или как бы жизненные какие-то да, обстоятельства, вот да, именно меняются. стресс как бы. Мгм. Потому что Мгм. просто так ты как бы тебе хорошо и замечательно. Мгм. Ну да. Вот. Так, ну давай тогда, вот, по поводу, да, предназначения, энергетические блоки, да, как их, ну, что с ними делать? Вот они есть, например, да, и хорошо, ну, Мгм. понятно, как и со страхами, да, ну, страх- это тоже блок, да. Нужно распознать.
Там, ну, Мгм. в прошлом видео, если вам интересно, посмотрите, как распознать страх. Вот. Ну вот мы его распознали, и что с нами? Вот, например, распознали какую-то, вот этот, что у нас есть блок. Например, Мгм. даже нашли его в теле. Вот Мгм. что нам дальше делать? Ну, тут надо конкретно говорить, понимаешь, Мгм. что, чего конкретно. И все-таки надо понимать, что если он долго формировался, а в Мгм. частности, например, обида на родителей, то и Мгм. хорошо, если она у вас как-то двигается, вы можете с этим работать. Если вы не можете, скорее всего, вам нужен быть специалист, потому что это долгоиграющая большая история, которая, Мгм. ну вот она настолько фундаментальная, что вы вряд ли ее сами подвинете. Вот, потому что, как бы, ну, не знаю, мне в свое время помогла очень просто такая базовая штука, что просто ты отдаешь родителям некую человечность, понимаешь? Ты Мгм. делаешь родителя человека. Вот. Не Бога, как к ребенку, он к нему Мгм. относится как-то чуть-чуть, ну, родителя чуть выше. Ты просто делаешь из него человека, который может чего-то хотеть, чего-то не Мгм. хотеть. Он, в принципе, может не хотеть и не любить тебя. А вот ты как бы, ну, это немножко с эзотерической точки зрения, но в принципе, я как-то подотпустила. То есть родитель тебя родил, и на этом ему, собственно говоря, спасибо. Вот он привел тебя в этот мир, потом ты уже будешь разбираться, зачем. Ну и Мгм. вот, вот это уже хорошо. А то, что он любит тебя, это может случиться, а может не случиться, понимаешь? Может совершенно, абсолютно не случиться. И в этом как бы, ты как будто принимаешь, важно принять этот факт, Мгм. важно дать, право родителю не любить тебя. В этом праве родителей не любить тебя столько становится, знаешь, энергии, так вот она сразу чувствуется, как она просто протекает. Я немножко даже своим собственным опытом делюсь, потому Мгм. что папа, ну, я, в принципе, его понимаю, понимаешь, никто в здравом уме и в трезвой памяти не мечтает Мгм. о ребенке с явными физическими отклонениями. Вот он не Мгм. сидит и не мечтает. И когда это у него случилось, мне все время казалось, что вот он как бы в материальном-то плане был прекрасен, и во многих частях и проявлениях папа был прекрасен, но вот эмоционально какой-то, он все время был как-то далеко. Я все время думаю, вот редиска такая, почему ты так меня, почему ты так не... Как ты Ну, можешь меня не любить, я же твой ребенок. И вот мне понравилось много-много-много лет каких-то таких, знаешь, внутренних открытий, чтобы отдать папе возможность меня не любить. Я вдруг однажды, он говорит, ну не любишь и не любишь, как бы, ну и это твое право. Случилась замечательная история, ты прям почувствовал, как вот какая-то, знаешь, энергия между нами потекла, потому что она прям вот мгм. стояла все эти годы, не знаю, практически 40 лет. И папа, я, по-моему, позвонила маме, мама спрашивает, папа спрашивает, как у тебя дела? Папа, такое ощущение, что на мое разрешение ему не любить меня, он вдруг такой, у него появилась свобода выбора, он такой, ну, он стал мной именно эмоционально интересоваться. Я аж прям присела. Что папа как бы за 40 лет не очень-то и спрашивал, как у меня дела, а тут взял и спросил. То есть это такая большая работа, надо понять, что ты Мгм. должен будешь готов работать с этим. Ну, в общем, да, это такая непростая работа. Ну И, ну и да. вообще у отца могла быть такое воспитание просто, что его не научили, да, например, да, выражать свою любовь. И вообще у людей современных такие две э, бывают крайности, да. Одни, которые очень много эмоций выражают, да, ну Мгм. такие мягкосердечные, да, когда уж чересчур прям вот. А бывает вот вторая половина, когда люди холодные, они просто не научены выражать свою, то есть они любят внутри, но им сложно через вот какую-то эмоциональную составляющую выразить свою любовь. Ну да, это ж такие вот. И смысл-то в том, что ты ищешь некую середину. Ты как бы допускаешь, Мгм. что есть все, но ты Мгм. ищешь некое вот, ну, потому что вот этот поток, он на самом деле максимально нейтрален в принципе. Он как бы вот чем ты больше чего-то допускаешь, в этой жизни, Мгм. ну, то есть ты как бы я допускаю все, что Мгм. есть там где-то. Но я из своего внутреннего, понимаешь, убеждения выбираю то, что мне потом нравится. Но в Мгм. принципе я допускаю все. Вот и когда вот эти блоки, они же, зиждятся, собственно говоря, на категоричных, Мгм. как бы твоих Суждениях. внутренних категоричных суждениях. Чем меньше у тебя категоричных суждений, Мгм. там, например, типа: "Я не сплю с женатым". Мгм. Слушай, ну, в принципе, нормально, Мгм. логично, там, никто не вступает в отношения там, с человеком, ну, в большинстве своем, как бы.
Но ты как будто допускаешь. В принципе, ты, ну, мало ли, может такое случиться. Например, я могу не знать, что он состоит в отношениях. Или, скажем, мы с ним останемся там вдвоем, в принципе, во всем мире. Мгм. Все вымрут, все. И тут я и он, ну, как бы от безвыходности. Может, и он уже тогда формально, получается, женат, если мы с ним, да. Но то есть, как бы ты внутри допускаешь все, что угодно. Но при этом ты внутренне разрешаешь, а потом уже, допустив все, что угодно, ты выбираешь согласно своим внутренним ценностям. Это не говорит о том, что надо сейчас вот бежать всех это, и исключительно, знаешь, вступать в отношения с теми, кто уже занят. Ты просто допускаешь эту возможность. То есть у тебя нет какого-то категоричного суждения. Мгм. Вот, чем, собственно, меньше у тебя категоричных суждений, тем вот ты как бы это. Мгм. Ну, вообще сейчас мне такая интересная мысль в голову пришла, пока тебя слушал. А, ну, вот вообще есть такое понятие, где-то я читал, что человек, он на самом деле все равно, то есть есть его судьба, да, Мгм. такая не жестко прописанная, но так или иначе проложен какой-то курс, да, а мы лишь, ну, у нас есть свобода выбора, но эта свобода выбора заключается и в том, что мы ответим да или нет тому, Мгм. что пришло, да, или того, что тебе показали. То есть если у тебя есть возможность, ты либо ее реализовываешь, да, говоришь, либо не реализовываешь и говоришь нет, и движешься дальше по какому-то, да, направлению. Вот. И вот с точки зрения того, что ты сказала, получается, может быть, судьба это и есть вот это наше пространство энергетическое, да, которое мы сами себе вот этими категоричными суждениями сужаем, да, Да. и его, то есть у нас может быть судьба вот такая, и мы Мгм. можем, в принципе, и нам Вселенная уже готова, и вот это показать, и это, и мы уже выбрали из этого что-нибудь себе, да, Да. А вот, ты говоришь, нет, да, да, мне только вот это. да, а мы, Мне только получается, так. да, мы, получается, нет, типа там, эти богатые сволочи, Ну да, там, да, или да, там, фактически это да, действительно. Ты как бы такое ощущение, что вот этот вот поток, понимаешь, он как бы не может до тебя, он как бы для тебя недосягаем, физически для тебя недосягаем. Вот прям так вот и ощущается, что он не может, понимаешь? ну да. Ну вот. Если возвращаться, например, кто-то хочет Так, робот. секундочку. Так, как всегда, в прошлый раз собаки лаяли. Вот. Если возвращаться к формуле, что я хочу найти то, что мне нравится, и то, что Мгм, нравится в моем лице, то есть и мы можем сейчас сначала на первой части остановиться, мгм, да, я ищу то, что мне нравится. Тут надо сделать важную оговорку, если в принципе как бы, ну, вы должны вспомнить, например, что вам нравилось в детстве, или что вам в принципе нравится. Если вам нравится общаться с людьми, то есть какая-то отрасль могла быть, что это могло быть. Вы возвращаетесь в тот момент, в то состояние или в тот возраст, когда вы точно знали, что вам нравится, если у мгм, вас такое было. Тут надо, правда, сделать важную оговорку. Вот еще раз повторяю, что есть такие дети, из которых взрослые лепили удобных детей. Вот как, знаешь, вот мне удобно, и вот он хороший мальчик или да, хорошая девочка, воспитанный, делает то, что мне надо. Это прекрасно как бы для родителей, потому что иметь удобного ребенка, ну, это мгм, прям, ну, это же удобно. Куда послал, туда идет, куда не послал, то было и прекрасно. Но только у таких детей, у них как бы вот эти вот социальные маячки, ну, вот маячки про себя, они отбиваются. То есть он за все это время как бы разучается понимать, что он хочет, что он любит, мгм, что ему бы хотелось, что не хотелось. И поэтому, если вы такой в прошлом, вы такой ребенок, то вам будет сложно вот прям вот сесть, вспомнить и вдруг вспомнить, что вы хотели. Поэтому, если вам это сложно, вы мгм, должны с пониманием к себе отнестись. Если вы хоть что-то про себя поймете, это уже хорошо. Это, во-первых. А во-вторых, скорее всего, вам понадобится помощь специалиста. Потому что если родители столько лет воспитывали из вас удобного ребенка, вам самому уже не разобраться, мгм, что вы хотите, а чего вы не хотите. мгм. Вот. Это вот что Ты знаешь, касается вот ты первой сейчас части. говоришь, мне кажется, у меня такая ситуация была. Тут, знаешь, очень А, много таких историй. да. Вот. А еще, знаешь, вот я хотел такое немножко дополнение из своего личного опыта. А, ну, есть же, ну, разные личности, что родители, да, что детей, сильные личности, более такие, ну, по характеру подающиеся личности. Чем мягче там личность, тем из нее можно слепить более такой совершенный продукт. Ну да, да. Вот. И я такой достаточно был послушный ребенок. То есть Ага. не протестный, да, там, ну, я со своей стороны мог быть вообще абсолютно протестным, да, там, и делал то, что хотел бы, да, например, есть такие дети, которых, ну, как ты не заставляешь, что из него не лепи, он, ну, не поддается лепке, вот. А я такой был достаточно
пластилиновый, да, вот, и постоянно хотел там как-то угодить родителям, быть, ну, хорошим в их глазах, да. И вот за всем этим я в какой-то момент, я понял, что, ну, мне вообще ничего не интересно, потому что я, м, просто, ну, был поглощен вот этими желаниями, грубо говоря, родителей, да, Мгм. и и понял, что у меня своего-то, как бы, когда я уже один там жил, уже там в институте, в общежитии жил, да, я уже не понимал, а что я хочу вообще в этой жизни? Ну, тут все очень просто. Если тебе вот как в какой-то момент, ну, как бы, может быть, может случиться чудо, да, вот у Мгм. племянника мама выбрала его профессию, и он прекрасно там Мгм. это себя ощущает. Тут же очень один очень простой критерий. Если тебе в этом нормально, то Мгм. нормально. А если ты вдруг начинаешь ощущать, что что-то тебе не Мгм. хватает, вот какой-то вакуум и пустоту, тогда да, тогда надо искать. Надо Мгм. вот понимать, что тебе там Мгм. нехорошо. Вот и все. Но Ну, это бывает, д что дело везения еще тоже да, такое, да? бывает, что и хорошо. Попал, не попал. Да, бывает, что как бы мама попала. Да. Вот. Нет, я-то себя, в принципе, в своей вот этой деятельности достаточно нормально, ну, хорошо Мгм. чувствую. Но мне кажется, еще, кстати, вопрос сразу, да, а, бывает ли такое, что, ну, вообще вот, что человек, например, занимался одним делом, ну, такое бывает, да, что человек Мгм. занимался одним делом, понял вдруг, что здесь он себя полностью исчерпал, Мгм. да, в какой-то момент, и ему нужно заниматься чем-то другим. Это очень распространенно и нормально. Это вот, ну, знаешь, это вот, не знаю, там раньше или в Японии, там вот ты один раз на что-то выучился, пришел в Мгм. какую-то компанию и должен там 50 лет отработать. Это правило хорошего Мгм. тома. Современный человек меняет профессию 3-4 раза, и это Мгм. нормально. Вот, ну, твой вопрос как раз, насколько ты сам живой, насколько ты Мгм. можешь адаптироваться Да-да-да. веянием рынка современного, потому что они Мгм. меняются, потому что там какие-то профессии, которые еще 20 лет назад были актуальны, сейчас уже все Мгм. менее и менее актуальны. Я помню, сама как-то продавала билеты, понимаешь, прям в Мгм. авиакассе сидела. Сейчас ты заходишь в интернет и делаешь Мгм. то же самое. Ты в редких случаях не можешь купить билет самостоятельно, если у тебя достаточно сложный маршрут. Я думаю, может быть, сейчас уже и можешь. Мгм. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. А если тут самое, как бы еще самая сложная из нашей истории, это вот как раз со второй части, что надо еще найти то, что будет востребовано в моем лице. Мгм. Потому что это же как ты должен наладить вот это ну, вот это вот общение с миром, взаимоотношения с миром. Вот посмотреть, как бы, что будет цениться Мгм. в моем лице, а что не будет. Потому что и это тоже достаточно такой кропотливый процесс. Ты можешь как раз методом тыка, понимаешь, просто. Ну вот как бы, а почему нет? Тоже очень действенная такая как бы история. Вот. Можешь обратиться к специалистам, тем же профориентологи, например, они прекрасно это делают. Даже некоторые эзотерические специалисты, там, астрологи, нумерологи. Но при этом, поскольку я в свое время когда-то очень занималась Мгм. астрологией, это, знаешь, это как у докторов. У них должна быть вообще-то у всех у них должна быть специализация. Ты же не ходишь к стоматологу, понимаешь, лечить глаза. Так и астролог, на самом деле, он должен иметь какую-то специализацию. Он должен, на самом деле, специализироваться прямо на Мгм. теме профориентации, чтобы он был, вот, ну, прям, в общем, ну, как-то компетентен в этом. Потому что если он обо всем и сразу, и тем более, например, эту тему там, не так часто с ней встречается, а больше к нему входит, например, с личными какими-то вопросами, то вот, просто потому, что вы можете спросить у человека, на чем именно он специализируется. Но при этом всегда вы должны как бы, м, чтобы это гармонично было, ориентироваться на собственную интуицию, на собственную внутреннюю как бы. Вот вы можете даже задать вопрос, например, Мгм. выписать на бумажку там: "Я хочу этим, этим, этим заниматься". Ну так это, поприкинуть, что мне вообще нравится. И можно даже вот, кстати, задать вопрос вот этому некому пространству, потому что оно же будет с вами Мгм. вам надо найти точки взаимодействия с ним. Можете задать вопрос и можете получить на самом деле ответ в течение там 2 какие-то подсказки, куда вам ну, вот просто, если вы будете внимательно слушать, что вообще вокруг вас происходит, вы можете услышать, куда вам надо или куда вам надо вот, ну, как-то, где ваши будут первые шаги. Это, в принципе, можно понять. Если как раз вот в этот момент вы можете услышать, что вам надо посетить какого-то специалиста, ну, для этой темы, вы можете его прекрасно найти, посетить, и он может даже где-то вам попасть, не знаю, это объявление. Ну, вселенная, в общем, откроет свои врата. Ну да, слушай, вот я вообще как бы, с одной стороны, очень материальный человек, у меня и юридическое Мгм. образование, как бы я тут это
Когда 2 раз замуж выходила, я прям все бумаги, говорю: "Ты, если что, мне сначала и мы и брачный договор с ним обсудили, и завещание, в случае чего". То есть я очень материальничаю, не надо это. Но при этом отрицать, понимаешь, отрицать очевидное о том, что вот есть что-то, что, может быть, просто еще не открыто нашими учеными. Она просто еще как бы потому что чем меньше прослойка между тобой и вот этим вот каким-то Мгм. созидающим пространством, у тебя прям все получается. Я помню, у меня были какие-то такие состояния, когда я могла, предсказать, как бы понять, что такси завтра точно приедет. Мгм. Оно завтра точно при хотя мы не вот говорили там, не знаю, что у нас там в воскресенье вот тут вот за городом такси не ездит. Мгм. А у меня мысль такая: "Ну, приедет, даже раньше, чем ты об этом". И оно действительно, я вызывала его в 8, оно приехало без 5:08. Я говорю, он говорит: "А я тут просто мимо проезжал". Понимаешь, это вот, твое как бы вот, насколько ты можешь быть в контакте вот со всей вот этой вот энергией, которая вокруг тебя, собственно, в принципе, везде располагается. Так а как вот, научиться быть как можно ближе, иметь наиболее точный контакт, Ну чтобы это все вот откликалось? чем меньше, понимаешь, чем ты сам шире внутри, вот Мгм. опять мы возвращаемся, чем меньше в тебе внутри вот этих Мгм. категоричных суждений, там Мгм. вот папа не прав, мама не Мгм. права, все они редиски, а Мгм. я такой вот, бедный и несчастный. То есть ты, в принципе, должен брать ответственность, за себя. Мгм. То есть твоя задача, если даже у тебя было тяжелое детство, ну, всякое бывает, и деревянные игрушки, все такое, и даже насилие в детстве Игрушки бывает. привитые к полу. Да, но ты как бы это с тобой случилось, ты должен как бы это оставить и Мгм. пережить. Вот, найти в себе ресурсы, да, самостоятельно, не самостоятельно, но пока ты не переживешь, история взросления связана с тем, что ты вот оставляешь эту историю с родителями. И только Мгм. тогда, когда ты ее оставляешь, ты можешь повзрослеть, психологически повзрослеть. А пока ты не повзрослеешь, так и будешь, Мгм. понимаешь, вот это вот. Ходить вокруг вины, что я такой. Мгм. Если я такой маленький я и вокруг все виноваты, то я маленький человек, и я не несу ответственность за все, что происходит вокруг. И я не могу, вот понимаешь, что только взрослый ответственный человек, собственно говоря, может быть в контакте с этой созидательной штукой. Ну, это уже такой человек просветленный, потому Ну, что все равно, ну, как мы бы. же как раз и говорим, понимаешь, о каких-то таких, нестандартных ситуациях. В принципе, ты можешь ходить на стандартную работу, получать там денежку, и вот на что ты говоришь, и, в принципе, быть стандартной. Но если ты хочешь что-то большее, если ты хочешь прикладывать не так много усилий, но при этом Мгм. иметь резонанс с тем, что происходит с тобой вокруг, тогда придется как бы вот, Поработать. немножко себя подрасчистить, понимаешь, чтобы вступить в Мгм. резонанс с этой всей историей. Ну, это больно. Ну, как? Через терник к звездам. Вот, ты знаешь, ну вот я про себя знаю, что у меня есть страх публичных выступлений. Мгм. И вот, собственно, я его тут как-то прорываю. Потому что он даже и ощущается, ну, как такая, знаешь, тонкая пленка. Вот он, Мгм. мне кажется, он даже, ну, вот он настолько давно со мной, что я как бы это, ну, вот я стараюсь, потому что мне он как бы мешает. Ну да. Так, ну, по поводу блоков, да, получается, ну, резюмирую, да, Ага. мы, получается, видим эти блоки и Ну, начинаем, да, ощущаю. их ощущаем, начинаем эти ситуации раскапывать, растягивать там, ну, всевозможными техниками, там, будь то Мгм. медитация, если ты сам можешь, да, пообщаться ну, с пространством, да, либо через специалиста, там, психолога, там, или какого-то нетрадиционного психолога, эзотерика, например. А, Ну, здесь, конечно, важно, наверное, вот мы с тобой раньше об этом общались, да, говорили, там, это воля, да, то есть Мгм. чтобы у человека была воля вообще к изменениям, кстати, вот это важный такой момент. Вот Мгм. как ты считаешь, если вот, ну, есть же даже, ну, воля, она находится в какой-то там определенной чакре, да, если говорить там по эзотерическим каким-то учениям, да, у кого-то там при рождении там больше эта воля, да, этих людей сразу Мгм. видно, у кого-то меньше. Вот, и как вот людям, у которых больше воли, да, им понятно, ну, понятно, им проще это делать. А у Мгм. кого меньше воли, вот что, что им делать? Безвольно существовать или, ну, и это нужно тогда очень сильное желание, да? Да, это желание, понимаешь? Это вот как,
Я помню, по-моему, кто-то из моих знакомых сказал, что как бы вот, чтобы вот эту лень победить, Мгм. у тебя есть только 2 на самом деле: или вопрос желания, или вопрос нужды. То есть если тебе Мгм. нечего есть, ты всё равно встанешь Мгм. и что-то Мгм. заработаешь. Или вопрос желания. Тебе надо понимать, для чего ты это делаешь. Ну вот я хочу это делать, ну Мгм. вот как бы вот то самое, вот к чему мы, ну, о чем я уже говорила. Мы немножечко вспоминаем, а что нам вообще нравится в этой жизни, что нам когда-то нравилось, что нам интересно, что нас как бы внутри зажигает. И вот тогда как бы это у нас не только воля, да, если у нас с волей плоховато, у нас М. как бы проявляется желание, интерес что-то делать. Энергия появляется на это, Энергия да? появляется, да. Она как бы не из воли, а она появляется из интереса. Мгм. Ну, в общем-то, такой вопрос, конечно, интересный. Где? Но есть, конечно, человек же такое сложное существо, оно вроде одновременно и простое существо, и сложное, да, Мгм. и много нюансов бывает. Я вот сейчас по себе даже начинаю себя оценивать. А, Например, у меня, например, часто интерес может потеряться. То есть, ну, есть мотивация, она нестабильна. Но есть вот люди со стабильной мотивацией, да, когда вот Мгм. они всю жизнь, например, чем-то занимаются, там, вот они бизнес, например, бизнес, ну, самый простой, да, пример, с детства там строят бизнес, строят там 20 лет, 30 лет, вот, и Мгм. он, ну, скорее всего, у него какие-то моменты теряется мотивация, но она все равно такая достаточно стабильная. А есть Мгм. люди с переменчивой мотивацией, то есть они Мгм. сегодня одно делают, завтра другое там, то есть они вот не могут себя вот в какой-то, ну, не знаю, от энергетики, наверное, тоже еще человека зависит. Ну и от обратно, понимаешь, от обратной связи. Если Мгм. ты действительно что-то делаешь, и ты не видишь эту Мгм. обратную Да. связь, ты, например, вкладываешь в этот Мгм. бизнес, а он как бы, ну, поскольку у меня все-таки еще 6 лет экономического Мгм. образования, у тебя если бизнес через год перестал, ну, хотя бы не вышел в точку ноль, Мгм. в точку своей окупаемости, то это вообще-то история про то, что надо бизнес сворачивать. Ну, или ему нужен серьезный апгрейд, потому что, ну, невозможно вкладывать туда все время свои деньги. Когда ты не видишь обратной связи, естественно, ты теряешь, как бы теряешь интерес. Ну вот, у всех разная степень этого потери от этого интереса. То есть есть люди, э, ну, такая у М, них энергетика, то есть, ну, или энергетика, или как это назвать, такой, склад ума, да, может мгм, быть, что они задались какой-то целью, да, и мгм, они вот могут, достаточно долго, ну вот мгм, взять двух людей, да, например, вот этот человек, он может вот одну точку бить, пробивать очень долго. И у мгм. него будет на это мотивация. Например, спортсмен какой-то, который с детства, да, там, 6 А лет, тут каждый да, день там по да. 4 часа там гимнастикой занимается, да. Есть дети, которые ломаются быстро, а есть дети, которые Мгм. занимаются. Даже они там могут какие-то травмы получать многочисленные, там еще что-то, но они движутся и движутся в этом направлении. Слушай, ну тут как всегда, понимаешь, если ты вот теряешь, интерес, например, и это тебя Мгм. беспокоит, надо просто выяснить, а Мгм. что ж с тобой, что с тобой случается, что является причиной того, что ты теряешь интерес. Мгм. Всегда ли ты такое было, или что-то с тобой такое случилось, понимаешь, вот то самое. Те самые Мгм. удобные дети, Мгм. потому что они же как бы, ну, как вот они вот выращены так, как их вырастили, а потом их 18 лет им исполнилось, говорит, ну теперь, деточка, иди, сам как хочешь. А он такой говорит: "Я ничего про себя не знаю". Понимаешь? Я ж Мгм. привык, чтобы мне говорили, когда есть, когда спать и когда носочки складывать куда-то, понимаешь? Это понятно. Поэтому надо вот как-то надо выяснить, почему так происходит. Если это тебя беспокоит, надо выяснить, почему так происходит. И как это сделать? Как это Это выяснить? вот. Это как раз работа, Это понимаешь, уже в к нам, итоге. да? Да, это уже как раз Мгм. психологическая работа. Если ты сам вот как бы ты сам долго с этой штукой живешь, и ты уже и так к ней подходил, и сяк к ней подходил, и вот туда подходил. Это, скорее всего, такая история, когда тебе надо человек со стороны, чтобы тебе как-то помог Мгм. найти другой ракурс на это посмотреть. Ну да, ну, то есть база- это главное желание, Да. а при наличии желания Вселенная начнет давать возможности, главное их видеть. Ну вот, видишь, а желание- это тоже такая штука, которую ты надо ее вот она максимально резонансна, когда она не из головы. Мгм. Ты как бы а именно она формируется здесь, ну, от Мгм. от сердца. Что я хочу действительно, Мгм. ну, как душой, не знаю, Мгм. там.
Что я там хочу. Не тут, потому что мне говорят, потому что надо. Вроде как бы у среднестатистического мужчины должно быть это и вот это. И вот как-то надо вписаться в эту всю конструкцию, которую мне говорят, надо вписаться. Ты сидишь сам наедине с собой и говоришь, а что мне внутри самому хочется, что вот здесь вот хочется. И если ты формируешь желание вот отсюда, оно как бы реализуется гораздо быстрее, чем желание отсюда. При условии, что оно максимально быстро реализуется, когда оно как раз совпадает с тем, что пространство от тебя хочет. Вот. Ну, не всегда же, вот тоже вопрос, не всегда же мы можем делать только то, что хочется. Ну да, То есть но мы должны как-то выделять какой-то процент своей энергии. Ну, например, у тебя 100%, и у мгм, тебя должно быть как минимум, там, например, 20-30% на какие-то обязательства, ну, твои, то, что я должен делать, да, там, мгм. на твои какие-то обязательства перед семьей, перед родителями, там, перед детьми, там, перед, я не знаю, перед друзьями, перед обществом. То есть некоторые вещи мы не хотим делать, да, но мы понимаем, что как социально ответственное существо мы, ну, как бы, ну, должны это сделать. Ну да, но вообще, на самом деле, таких вещей должно быть по минимуму, Мгм. потому что если ты вот делаешь это через "не хочу", это очень как бы, ну, Мгм. очень тебя напрягает. Например, щас мы прям совсем с тобой в другие дебри идем, потому что я, например, считаю, что мужчина тебе вот как бы, если ты будешь к нему подходить М. с позиции, что он должен, он тебе мало чего мало чего с него можно будет Не, ну понятно, да, это получить. Это это надо, свобода чтобы воли. чтобы у него ты как бы декларируешь, что бы ты Мгм. хотел, а он как бы вот, если не выясняет это желание, он это прекрасно сделает. Я, например, не люблю готовить. У меня и первый муж готовил, Мгм. при мне научился готовить. И оказалось, что это ему так нравится, что я последние 5 лет брака, я ужин не готовила, вот 5 лет и не готовила ужин, за редким исключением. Вот. Но это он уже делал не потому, что я сказал, что ты должен это делать, а то, что ему нравится. Вот. Когда человек делает то, что ему нравится, это гораздо более такая, знаешь, Ну, это понятно, да. гармоничная история. А когда, слушай, ну, например, с родственниками, близкими родственниками иногда уметь сказать им "нет" — это тоже важный навык. Прям важный и нужный навык. Потому что Ну ты да. как бы, когда соглашаешься на то, что ты не хочешь делать, ты как бы их интересы учел, но ты соглашаешься об себя. А свои интересы ты не учитываешь. И это как раз та самая история. Сейчас мы вот туда и вернемся, что ты как бы с собой-то договорился Мгм. внутри, а с телом своим не договорился. И в теле какая только вот ещё Мгм. какая только дичь в тебе, в теле и вокруг твоего тела не образуется, которая тоже тебя делает все дальше и дальше, дальше от какой-то вот этой внешней соедающей истории. Ну да, все это понимают, но при этом все равно, ну, то есть нужен какой-то баланс, наверное, да, Да, в этом нужен случае. баланс и нужна смелость. Понимаешь? Потому что вот, То есть потому что можно уйти, как, ты говоришь про категоричные суждения, да? Можно уйти вообще во все мгм. тяжкие. То есть, Да. сказать всем, как это есть фильм: "Всегда говори да, всегда говори нет". Ну, И можно просто, же тоже, да, уйти, что я да, никому нич я я никому тогда ничего не ника не должен и не я ничего ни за что тогда не никому отвечаю. ничего не Да, должен. Но ты тогда должен понять, что никто и не тебе ничего не должен. да. Если ты ни для кого ничего не делаешь из желания, вообще ничего ни для Мгм. кого не делаешь. Ты должен столкнуться тогда с обратной стороной, что и тебе никто ничего не должен. И ты тогда ничего не можешь дать от этого мира. Потому что на каком таком основании? Ну, так-то, по идее, тебе никто ничего и не должен. То есть Ну у каждого есть свое желание, там, если он хочет, да, да, вот то если он есть. хочет, но если ты, понимаешь, встаешь в такой категоричной Мгм. позиции, то, скорее всего, оно же живое, пространство М. живое, оно же тебя видит в такой категоричной позиции. А мы действительно все как бы Мгм. немножко энергетические вампиры, мы М. считываем друг от друга, что мы можем в себя взять. Мгм. Это происходит практически одномоментно, бессознательно. Мгм. Ты считываешь, насколько ты ресурсный человек. Он ресурсный человек, ты ресурсный человек. А если я ресурсный человек, а ты не ресурсный человек, и я к тебе приду пару раз, я от тебя устаю, Мгм. я к тебе больше не приду, понимаешь? И так все к тебе больше не Мгм. придут. Но здесь тоже, вот не знаю, по моему опыту, да, что есть же люди, которые, наоборот, у них много энергии, да, и они Мгм. ее любят отдавать, потому что у них слишком много ее. Если они ее не реализуют за день, Мгм. Они плохо то спят. они очень плохо себя чувствуют. А есть люди, которые, наоборот, высасывают энергию. То есть, и вот обычно так, кстати, такие пары и складываются, что один, у него много энергии, а у другого мало, и он из него подпитывается постоянной энергией, и этому хорошо, Ну и тому да, но хорошо. это же вот как раз это обоюдная история. Мгм. Это когда это обоюдная история, которая всех устраивает, ну это же прекрасно.
Вот. Ну, мы с тобой немножко уже, видишь, в Да, нет, ну, отношения, да? не, ну это же все, как бы, я считаю, что все это Да, да, взаимосвязано. да. Потому что предназначение, кстати, может Да, быть и в отношениях, да. может быть прекрасно, ты как бы себя там, неважно, мальчик ты, девочка, Мгм. как бы ты прекрасно реализуешь себя в этом, потому что это тоже труд, это, большой такой труд. Потому что нас всех учат, например, как работать, как водить машину, а Мгм. как выстраивать отношения и так, чтобы это было гармонично и всех устраивало, нас никто этому не учит. Ну да. Ну, вообще у нас и нет, в отличие там каких-нибудь, например, американских, там, европейских шоу, нет социальной адаптации практически. То есть я даже помню в школе, ну, наверное, может быть, сейчас это уже начинает появляться, но у нас, например, в школе он был психолог, но все считали, что психолог – это как псих, только психи только к нему ходят. То есть дети не социально не адаптировались. Они адаптировались просто автоматически, просто в обществе. Ну да, психолог, понимаешь, это вот он у нас еще более демонизируемый Мгм. психиатр. Вот, Мгм. может быть, я сейчас пару слов про это скажу, потому что психиатр – это вообще про физиологию мозга. Это Мгм. про физиологию, про про биохимию мозга. Если твоя биохимия страдает, ну, то есть она как-то работает нестандартно, понимаешь, у тебя есть резкие перепады настроения, или ты там, Мгм. вот если мы говорим о клинической депрессии, встать не можешь. Чисто физически это не депрессия, это не то, что мне вот Мгм. печально, я сейчас Мгм. печальна. Это когда ты физически не можешь встать с дивана, потому что тебе плохо. Тебе физически плохо. Так вот, психиатр как раз и нужен для того, чтобы он выравнивает биохимию мозга. И когда он вот выровнял тебе биохимию мозга, с тобой, работать-то проще, понимаешь? Там идет комплексная терапия психолога и Мгм. психиатра, потому что невозможно, как бы дотягивать твои внутренние, понимаешь, какие-то установки, когда у тебя просто физиология как бы плохо настроена. То же самое, кстати, вопрос с ленью. Если у тебя там каких-то гормонов не хватает, ты просто Мгм. спишь первую половину дня, потому что ты ешь сахар, не знаю, у тебя там инсулинная резистентность, и ты спишь после каждого приема пищи. Ну, то есть мы сначала выравниваем Мгм. физиологию, а потом, вот, если есть какие-то тревожные сигналы, ничего в этом страшного нет. Психиатр – это не про то, что вот сейчас все будут всех убивать. У нас, на самом деле не так, мало людей, которые нуждаются именно в Мгм. психиатрической помощи, потому что это просто физиология. А у нас просто есть такой, знаешь, какой-то там страшилка, что вот если я пойду к психиатру, это потому что я там мечтаю соседа замочить, наверно. Нет, вам Мгм. вам самим будет проще, легче, Мгм. понятнее. Вы как бы договоритесь со своим мозгом даже на физическом уровне. Мгм. Ну, мы немножко уже Да. ушли, конечно, Ну, от это темы, да, ушли, но это но потому это что важно, это да, важно, конечно. да, потому что можно искать предназначение, можно бегать, понимаешь, бегать всех бегать, а если, тем более, если у тебя есть какая-то наследственная предрасположенность, там у папы что-то было, или Мгм. папа, естественно, у него, например, у папы или мамы что-то было, но это было не выявлено, но при этом у папы или мамы каждую весну или каждую осень они вели себя странно, Мгм. например. Ты просто знаешь, что они вели себя, и никто не задавался вопросом. Так вот, как бы тебе проще будет найти как раз контакт с миром Мгм. вообще целиком и в частности, если ты просто будешь знать про свою физиологию. Ну да, если мы знаем, конечно, и когда мы знаем свои слабости, проблемы, там, да, мы их принимаем, уже становится проще, потому что мы их распознаем. И Ну мы да. уже с этим, то, что ты видишь, ты можешь с этим работать, а если ты ничего М. не видишь, ты с этим работать, соответственно, не можешь. Ну да, вот как-то так. Вот, я Да. думаю, мы сегодня или как ты ну, мы сейчас можем, практику провести такую Давай, да, небольшую. давай. Вот. Как всегда, ты у меня прям любимый подопытный кролик. Сейчас интересно. Вот, хотя, вот, иногда мне кажется, что можно, знаешь, в живом времени где-нибудь провести трансляцию с народом вокруг. Ну ладно, Мгм. так это значит ты любишь. Так. Так, давай как-то откидывайся, расслабляйся. Я просто это будет направлено на то, чтобы ты почувствовал вот это вот, знаешь, какую-то вот эту вот всю историю вокруг. Я не знаю, кто Мгм. это там, разумные кванты или что-то такое. Мгм. Вот. Расслабился, дыши. Сделай 3 таких глубоких вдоха, выдоха. Вот. Верни своему телу право чувствовать. Верни ему право чувствовать и ощущать все, что с ним происходит. Все, что происходит с ним, все, что происходит вокруг него.
И позволь себе с благодарностью, воспринять любые сигналы, которые ты от него получаешь. Сейчас попробуй, вот как-то, не знаю, не мозгом подумать, а поощущать. Вот ты вот ощущаешь какую-то вот, не знаю, она может быть плотная, любая какая-то энергия, достаточно такая вокруг тебя, какая угодно. Она может быть плотная, золотистая, плотная, серебристая. Вот она может быть, ну, как-то выглядеть на самом деле для тебя так, как она выглядит. Ну вот. Ощущаешь, что вокруг тебя? Вот, собственно, вокруг тебя жизнь-то есть. Она есть и внутри Я тебя. чувствую просто, что тепло так очень Вот, жарко. вот, это прекрасно. А что мешает тебе? Ты ощущаешь, что что-то мешает тебе максимально контактировать с этой энергией? Вот, может и ничего не мешать, кстати. Ну, недоверие. Вот, видишь? Недоверие. Ты можешь даже поощущать, как это недоверие выглядит, ну, как оно ощущается. Ну, как такая плотная оболочка такая. Вот, видишь? Ну, сейчас это более диагностическая такая штука, потому что с этим делать? Это может быть у тебя ну, вот я сейчас тебя спрошу, давно оно у тебя с тобой? Да, похоже, что давно. Вот видишь, и поэтому, если сейчас мы сейчас с тобой, там, в пределах 50 минут, ничего скорее всего, ничего с ней не сделаем, потому что она давно. Это вот такая ну, на Ну, самом вообще деле интересно. да, на самом деле, то, что вот, как ты сказал, то, что мне стало видно и Мгм. понятно, с этим уже можно работать. Оно само начнет уже Мгм. работать, потому что оно тебе стало видно и понятно. Мгм. Уже может происходить в этом какая-то динамика твоя внутренняя, ты можешь сам понимать, откуда оно, что оно, как оно вообще, что с ним происходит. Поэтому процесс уже запущен. Ну вот, наверное, вот как-то на сегодня все. Мы, наверное, с тобой всегда заканчиваем вот этой какой-то подопытной частью. Так, а у меня вот Вопрос, да, сори. вопрос. Вот когда, что нам, то есть, ну, когда мы с чем-то работаем, мы это стараемся максимально прочувствовать и осознать, Мгм. или нам нужно какие-то действия проявлять? Слушай, ну сначала это прочувствовать и осознать, М. что это, откуда это, что с этим. А потом, да, потом вот совместно со специалистом у вас происходит М. какая-то внутренняя работа и происходят внутренние инсайты, Мгм. которые позволяют тебе выстроить новые, собственно, связи в голове, которые выстроят новое поле вокруг тебя. Мгм. А потом, да, потом твоя уже такая, знаешь, работа, когда ты иногда замечаешь, что-то там происходит, а иногда просто от того, что случился инсайт, вот это твое поле вокруг тебя, оно уже автоматически перестраивается. Ну да, ну то есть, по сути, если ты это распознал, например, и ты это начал чувствовать, то вообще инсайт и сам может прийти, да, в Мгм. какой-то момент, Да, может, распаковаться просто. может. Вполне себе может. Это просто вот ты как бы чувствуешь, что вот он Мгм. приходит, тебе может самому стать легче, и тебе Мгм. никто не нужен. А если вдруг не становится, вот только в этом случае тебе, в принципе, можно и Мгм. нужно, если ты хочешь что-то с этим делать, тебе нужен какой-то взгляд со стороны. Мгм. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, Спасибо. ты прям мой любимый. Так хорошо получается, любимый кролик. Вот, Хорошо. спасибо тебе тоже большое за увлекательную беседу. Да, Наташа, и тебе спасибо. Сегодня мы вот обсудили энергетические блоки. Очень так обширно Наталья нам рассказала про предназначение, да, вообще о чем это и как его найти, если вы его ищете, да. И если даже не ищете, вообще хотя бы задуматься о том, что, ну, есть же у человека должно быть какое-то предназначение, да, возможно, вас эта тема заинтересует, и вы начнете копать глубже, и Мгм. внутри себя откроете действительно какие-то инсайты, и мы будем рады, Да, если если это, вы да. поделитесь в комментариях, может, Да, не знаю, если вы там. подписывайтесь на канал, мы всегда рады будем вас видеть, слышать, видеть ваши вопросы. И, соответственно, до следующего эфира на следующей неделе. Мгм. Пока-пока. Пока.